Обычный человеческий стыд не кажется нам чем-то значимым, потому мы предпочитаем не обращать на него внимания и не спешим бороться с симптомами. А ведь на самом деле стыд может указывать на действительно серьезные внутренние проблемы, которые могут иметь серьезные последствия. Виновные в каком-то проступке сгрызают себя изнутри из-за того, что сделали. Застенчивые порой чувствуют себя несчастными просто из-за того, что существуют. У этой проблемы нет границ. А мы при этом не замечаем, что чувство стыда напрямую связано с нашим отвращением к себе. Мы просто принимаем как данность, что мы отвратительны. Но у нашего стыда всегда есть предыстория. Если бы мы могли посмотреть на ситуацию со стороны, то легко бы обнаружили ее первоисточник. Событие, порой даже какое-то незначительное, на которое никто не обратил внимания, но которое глубоко засело в нашей психике в виде триггера и со временем обрастало все новыми и новыми комплексами. Давайте попробуем прямо сейчас выяснить, есть ли у нас проблемы, связанные со стыдом. Для этого оцените по 10-бальной шкале, насколько близки вам следующие утверждения. Я некрасивый. Я жалкий. Я не заслуживаю существования, или лучше бы я никогда не рождался. Я часто ошибаюсь. Наверное, я идиот. Сюда же включите ваши частые высказывания вроде «вот я дурак». Я заслуживаю того, чтобы меня бросили. Я конченый человек. Оцените эти утверждения от 0 до 10. Хотя большинство из нас, подверженных стыду, могли бы наградить себя и сотней баллов. Если вы хотите решить эту проблему, то для начала нужно провести небольшое исследование. Понять, где скапливается ваш стыд. Возьмите листок с изображенным на нем контуром человеческой фигуры. Сосредоточьтесь на воспоминаниях, когда вы испытывали стыд, и попытайтесь понять, чего вы больше всего стыдитесь в своем теле. Вашего разума, вашей внешности, телосложения, гениталий. Дело в том, что мы не рождаемся с чувством стыда. Оно было вызвано каким-то событием в нашем прошлом. И если мы сконцентрируемся на своих воспоминаниях, то сможем понять, где была отправная точка наших проблем. Обычно специалист может без проблем отыскать это событие в вашем прошлом. Для самостоятельного исследования вам понадобится гораздо больше времени. Главное, не сдавайтесь, если изначально ничего не будет получаться. Дайте себе время. Пусть нужный ответ придет к вам, когда вы будете к этому готовы. Ведь это вполне может быть связано даже с вашими близкими людьми. Например, с отцом или матерью, которые постоянно называли вас идиотом, которые говорили вам в лицо, что вы позор семьи. Ведь они не были злыми, а вы любили их, считали авторитетами, которые указывали вам на то, о чем в будущем другие люди вам не скажут. Это могло быть даже что-то незначительное, но в чем вы полностью утвердились и считаете, что теперь, будучи взрослыми, не заслуживаете любви и счастья из-за какого-то своего изъяна. Вы просто привыкли так думать. Дети, испытывающие стыд, обычно не винят своих родных. Подсознательно они защищают их по странной, но логичной причине, чтобы не чувствовать себя совершенно одинокими. Мы предпочитаем хорошо думать о своих родителях или опекунах, вместо того, чтобы признать, что их поведение
и какие-то высказывания могли быть напрямую связаны с нашим теперешним отвращением к себе. Последствия стыда сопровождают нас всю нашу жизнь. Мы не доверяем другим людям, не позволяем себе слишком сближаться с кем-то, боясь, что если они узнают нас настоящих, то будут разочарованы. Мы испытываем трудности во время физической близости. Считаем, что заслуживаем все эти проблемы, которые сваливаются на нас. Не любим посещать различные мероприятия, на которых будет много людей, предпочитая отсиживаться дома. У нас много секретов, ведь правда может лишь сильнее оттолкнуть других людей. Мы чаще избегаем от реальности, виртуальный мир или свои фантазии. И кажется, из всего этого просто нет выхода. Самое простое решение проблемы – убедить себя, что вы на самом деле красивый и хороший. Но это довольно непросто. Поэтому непрямым воздействием может быть мысль о том, что каждый человек на планете по-своему несовершенен и имеет собственные недостатки. Вокруг нас полно глупых людей, извращенцев, неотесанных болванов. И это абсолютно нормально. Лучше так, чем считать, что все вокруг идеальные, кристально чистые и добрые. И только с вами что-то не так. Смело признавайте, что вокруг так много злых, безумных и вспыльчивых людей. Но именно поэтому мы должны стремиться к милосердию и доброте, а не к порицанию и осуждению, чтобы перевешивать все пороки человечества. Давайте перестанем судить себя и других по каким-то нереальным стандартам. Ведь именно эти стандарты и сделали нас такими травмированными. Давайте лучше смеяться и утешать друг друга за абсурд и ужас существования в человеческом облике. Главная вина тех людей, которые заставили нас испытывать стыд, в том, что они имели наглость указать нам на наши недостатки, при этом не замечая своих собственных, еще более серьезных проблем. Потому забудьте о перфекционизме. Вам не нужно быть идеальным, чтобы нравиться другим людям. Достаточно быть добрым и отзывчивым человеком и на все негативные ситуации смотреть с долей юмора. А некоторые ваши недостатки могут и не быть недостатками вовсе. Они могут стать вашим достоинством, тем особенным, что выделяет вас из толпы. Гордитесь этим. Гордитесь собой, ведь вы прекрасны даже в своем несовершенстве. Идеальность больше не в моде. Никому не нужна эта глянцевая внешность и одинаковые, ничем не отличающиеся друг от друга лица. Мир изменился, и в этой новой реальности действительно прекрасен стал тот, кто прекрасен внутри, кто излучает свет и энергию. Именно к таким людям и тянутся все другие. Потому вместо мыслей о недостатках культивируйте в себе хорошие качества. И пусть это станет началом вашего пути к решению проблемы стыда.